Более 3 месяцев полиция России при помощи известных артистов Олега Газманова, Льва Лещенко, Александра Розенбаума и Никиты Михалкова занимались поисками истинного виновника смерти Юрия Шатунова. И, наконец, несколько дней назад справедливость была восстановлена. Раскрыты заказчики преступления и человек, который отправил Юрия Васильевича на тот свет. 2 дня назад полицией Москвы был задержан бывший музыкант группы «Ленинград» и владелец похоронного бюро Стас Борецкий. Именно с помощью показаний Станислава Валерьевича полиции удалось выйти на заказчиков преступления и главного виновника смерти Юрия Шатунова. Имена, которые назвал Стас Борецкий, вызвали шок у российской общественности, так как ими являются известные личности российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Константин Эрнст. И, наконец, убийца Юрия Васильевича, московский предприниматель Сергей Бузина. Дело окончено, и полиция раскрыла криминальную цепочку преступления, а также наказание, которое ожидает преступников. Стас Борецкий, который занимался похоронами Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, подтвердил, что за несколько дней до кремирования ему звонили с угрозами представители известных артистов шоу-бизнеса Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и директора Первого канала Константина Эрнста. Они боялись результатов медэкспертизы, торопили меня с кремацией, чтобы как можно быстрее вывести прах Юрия Шатунова из страны. В телефонных разговорах мне угрожали физической расправой, говорит Стас Борецкий. У полиции на руках имеются все доказательства и записи телефонных переговоров. Филипп Киркоров и директор Первого канала уже получили повестки в полицию, а Алла Борисовна будет депортирована из Израиля. Также следственным органам удалось узнать причину преступления и способ устранения Юрия Шатунова. По данным полиции, на Юрия Шатунова в последние 2 года началась настоящая охота. Многим артистам очень не нравилось, что Юрий Васильевич, живя в Германии, имеет повышенный интерес у российской публики, и его концерты всегда востребованы. В этом деле не стал исключением и Филипп Киркоров. Оказалось, что еще год назад он писал в Минкульт анонимные жалобы на Юрия Шатунова. А в мае этого года у Филиппа Бедросовича возник публичный конфликт с Юрием Шатуновым на одном из концертов. После этого известный артист затаил злость на Юрия Васильевича и использовал любую возможность, чтобы с ним поквитаться. Не остались в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева и директор Первого канала Константин Эрнст. Алла Борисовна затаила обиду на Юрия Шатунова еще несколько лет назад. Всему причиной ее внук Никита Пресняков. В то время внук Аллы Пугачевой пытался построить сольную карьеру музыканта и давать концерты по городам России. Однако несколько раз выступление Юрия Шатунова и Никиты Преснякова проходило в одном зале. Зрители бойкотировали выступления Никиты Владимировича, а концерты Шатунова проходили на ура. Еще год назад в интервью Алла Пугачева подчеркивала, что Юрий Шатунов похоронил сольную карьеру музыканта ее внука. Алла Борисовна, женщина с характером, и также могла не взлюбить Юрия Шатунова после этого случая. Ну и, наконец, Константин Эрнст. Его вина не столь очевидна, он, как и Андрей Разин, психологически доводил Юрия Шатунова. Стало известно, что Юрий Шатунов просил больше эфиров у Первого канала, однако старые друзья Андрей Разин и Константин Эрнст не помогли Юрию Васильевичу и препятствовали его концертам. Ну и, наконец, как же погиб Юрий Шатунов? Прямую команду на устранение артиста дал Филипп Киркоров. В ту злополучную ночь 22 июня, когда Юрий Шатунов отдыхал на рыбалке вместе со своими старыми друзьями, среди этой компании оказался незнакомый московский бизнесмен Сергей Бузина.
Именно предприниматель во время отдыха добавил Юрию Шатунову в напиток сильно действующий медицинский препарат, который и вызвал инфаркт миокарда. В связи с шокирующими обстоятельствами дела все участники преступления будут осуждены по статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобное деяние может караться лишением свободы от 10 до 15 лет. На данный момент директор Первого канала Филипп Киркоров и Сергей Бузина дают показания в полиции. Алла Борисовна Пугачева будет также депортирована в Россию в связи с причастностью к преступлению.